Plus j'ai mûri sur terre. Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Топ Обзор. На данном канале я делаю перевод реакции иностранных блогеров на выступление нашего любимого Димаша. И сегодня у нас в выпуске прекрасная девушка, которая является вокальным тренером. Эта красотка будет оценивать выступление Димаша с песней SOS. Ссылку на канал блогера, как обычно, я оставлю в описании. Если вы впервые на нашем канале, то я должен вас предупредить, что как переводчик я буду присутствовать в кадре. Это все из-за того, что нас могут заблокировать из-за авторских прав. Поэтому спасибо вам за понимание и приятного просмотра. Привет, мои замечательные певцы! Добро пожаловать в нашу музыкальную студию Меа, где мы сохраняем ваш голос, проливаем чай. В общем, друзья, вы просили, чтобы я сделал сегодня реакцию на Димаша. И я сегодня это сделал, наконец-то, Димаш SOS. И я раскрою вам эти вокальные детали, все то, о чем вы, возможно, не знали, как он все это делает, исполняет. И поехали! Его хриплый тон, он очень-очень нежный, супер хриплый, с минимумом таким началом, потом он идет в конец, нарастает тщательно, аккуратно предоставляется последней длинной ноте и потом затухает. Интересное начало. Мне нравится, как он произносит это первое слово, первую фразу. Он звучит необычно. Он предоставляет нам это до того, как произнести эту фразу, и превращает ее в ноты. Певцы на самом деле на всех языках делают немножко по-другому. И это добавляет эмоции разбитого сердца. Да, вот так он делает, это верный контроль, каждая вибрация так тщательно размещена. Он настолько изящный, он очень элегантно действительно связывает это все, эти рифы в каждой фразе, он едва касается этих рифов, потом на самом SOS он тщательно выдвигается в главный голос наружу. Немного больше тональность делает этого великолепного голоса. Еще Димаш, он известен своим сверхчеловеческим диапазоном, и прямо здесь он прошел с низкой такой грудью, голос B2, постепенно переходил и менял свой тон, поднимаясь от головного голоса, и он представляет главный голос, округлый, полностью теплый, но низкий, действительно ускоренный в диафрагме, и это очень красиво. Этот тон, который он делает, звучит как женский тон, как оперная певица, понимаете? Когда она открывает рот, и мы слышим именно смыкание голосовых связок. Это очень по-оперному, очень правильно. Вот эта форма, ребята, вы заметили? Как после этого он переходит в оперу. Собственно, он приглушил этот звук до более хриплого, попсового тона. Я не слышал о таких многих кросс-певцах. Я слышала о кросс-певцах, они смешивают воедино много техник. И это очень естественно для них. По-настоящему продемонстрировать все эти различные приемы в одной песне, это действительно очень сложно, это сверхъестественно. Хрипловато. Эта фраза, она сразу становится оперной. Все дело в игре со смыканием голосовых связок и правильной техники для всех этих разных жанров. И он идеально с этим справляется. Хорошо, мне нравится это небольшое стаккато. Он
как вам сказать, добавляет туда немного хриплого тона, чтобы оно могло естественным образом соединиться с дыханием, которое он добавляет в конце фразы. Это очень красиво. Это креативно, друзья, снова, как будто бы задыхается, он переключается туда-сюда каждые 10 секунд. Вы здесь, ребята, он с нейтральным тоном зашел, естественно, довольно-таки, а потом к оперному тону прямо здесь подключается, и микрофон отводится в сторону. Это очень круто. Ладно, этот диапазон его голоса лично мне нравится, потому что он сырой как будто бы, и это правда, и очень естественно он представляет с большим количеством эмоций, полным грудным голосом и немного плаксивым тоном. Ох, как мне нравится эта маленькая часть, за которую он держится, и вы можете слышать этот язык его тела. Как он это сделал, вы можете услышать, что он уже начинает микшировать, и расположение немного смещается. Окей, это суперсильный смешанный пояс. Этот певец, он как будто поет в маске, и расположение его микрофона прямо наверху является прямым отражением того, что расположение находится на его инструмент. Так неожиданно он вернулся обратно в этот низкий вокальный диапазон. Совершенно другая тональность, друзья. Он меняет фразу на фразу. Я думаю, он действительно пытается передать разность. Это история, поэтому в тоне этого прекрасного голосового голоса есть какое-то прикрытие, и мы можем ее увидеть. Он почти играет на своем инструменте, как будто бы это визуальная подсказка. Часто певцы делали это во время тренировок, чтобы помочь визуализировать свой инструмент голосовой. Инструментальный риф. О, это так хорошо. Мне нужно это послушать еще раз. Так, там было так много всего, ребята. Во-первых, этот риф просто сногсшибательный. Затем он перешел в этот полный голос, а затем открыл... Он отодвигает микрофон, затем возвращается к этому звуку. Это мастерски. Давайте еще раз послушаем то, как он это все делает. Что это было? Что это такое? Это очень круто. Ох, вау. Мое сердце разбито, друзья. Нет нот, нет тона, просто немного вокала, чтобы по-настоящему передать это все. Немножко эмоций, такая крошечная частичка намеренного вибрато, позволяющего этой музыке эти мертвые вокальные приемы звучать.
как он это делает. Это потрясающая оперная подготовка, которая поддерживает его все это время. Его голос такой сильный, такой поддерживает. Ох, это было потрясающе. Он перешел из передового полицейского микс-голоса, как будто бы в супер поясничный, супер сильный. Какая красота, о боже, он так осторожен с этими последними нотами, что вы действительно можете почувствовать эти эмоции в его голосе, дыхание очень чрезмерное. Он контролирует свое дыхание. Последняя нота просто великолепна. Крошечная нота, которая прошла громко, потом затихла. Его вокальный контроль — это просто нечто. Димаш действительно лучший. Он особенный артист, друзья. И в нем скапливается много техник, много стилистических приемов. Он разносторонний и современный в то же время. В своей оперной подготовке он просто король, я бы сказал. Мне было весело, мне было интересно слушать это, как он поет SOS, разбирать эти вокальные техники, детали, ребята. Я надеюсь, вам тоже это все понравилось. Обязательно поставьте мне лайк, подпишитесь на канал, на мои социальные сети и не забудьте продолжать петь. Друзья, если вам правда понравилась моя сегодняшняя озвучка, мой перевод и сама реакция в целом, то дайте мне об этом знать с помощью ваших лайков и комментариев. Напишите, что вы испытываете после просмотра данного видео. Если вы хотите поддержать меня как переводчика за проделанную работу, то вы можете это сделать через донат по ссылке в описании. Спасибо вам большое и до новых встреч в новых реакциях.